Так, видео посвящено тому, как переделать из обычного старого прицепа легкового более современный и новый. Это уже большая часть сделана работа. Вот берется вот такой вот донор. У нас под Саратовом в Энгельсе раньше такой вот был, какого-то там 90-го года, 92-го года прицепик. У него есть шильдик, у него есть вот номера. Я его себе переделал под лодку, под резиновую ПВХ лодку. То есть, что от него осталось? Это вот эта вот рама. Не рама, а ось. Резина жгутовая, ну какая есть. Под обычные ступицы, восьмерочные. И дышло. Вот дышло его. Стандартное дышло. Вот именно вот эта часть. Дальше был закуплен металл на 5000 рублей. Это все в прошлом году. И сварена конструкция. Длиной 3 метра. Шириной 1,15 м. От края до края. То есть, в принципе, это его габариты. Его, конечно, габариты были 2 на 15. Сварена только рама. Покрашена. Собрано на колеса. Колеса тоже все бэушно. Все из того, что было. Я взял 50 на 50 тройку. Сюда вот доварил, чтобы ставить лебедку. Вот лебедочка. Дальше было докуплено сцепное устройство под шар. Нога. Сцепное где-то 1,5 такого вот образца. Нога вместе с крепежом 1200. И фары светодиодные, вот непроницаемые. То есть вот была сварена вот такая вот панелька. Такие вот фары, все поворотники, габариты. Она съемная. Все потом покажу, как это работает. Вот у нее есть крепежи. Вставляется и зажимается. Вот. В этом году настигла нас самоизоляция. Поэтому я решил себе для бытовых нужд возвести борта. Это вот я уже неделю делаю борта. Потихонечку, не торопясь. Ну да, еще вот докупил такие подкрылочки. То есть дополнительная розетка удлинительная, чтобы в воду не заезжала. Все это кабель проложен. Все это элементарно делается. Под обычные. Итак, что сейчас вот в данный момент? Я сварил первый борт. Садил его вот на болты. Прям нарезал резьбу. Второй борт уже покрасил. Передний соединил вот таким вот образом. Да, кстати, он может быть и самооткидной. Если вот эти болтики снять, то можно его, в принципе, и заваливать вот на небольшое расстояние. Здесь я сделал таким вот образом, чтобы ось можно было регулировать. То есть для лодки мне больше на хвост. Там тяжесть, там мотор. У меня получается Riverboats 410. То есть он от начала и до конца хвост немножко торчит, но это все в пределах допустимого. Сзади пятнашка Меркурий висит. Я его перевожу. Вот, сварганил вот такие вот релинги. Они получились, ну, грубо говоря, временные. Не очень удобное крепление. Она все время болтается, затянуть невозможно.
Это я буду переделывать уже на жесткое крепление. Я уже знаю, какая должна быть высота, чтобы было удобно. То есть борта снимаются, ставятся рейлинги и перевозится лодка. Все это вот буквально разобрать его можно прям 10 минут. То есть полностью разборный, универсальный под все случаи жизни. Сейчас я вырезаю пол. Да, почему дальше вот не продолжаю варить? Потому что я себе поймал зайчика. Тем самым спаялась у меня роговица, сетчатка на глазу. Сейчас я лечусь. Поэтому пока варить не могу. Вот у меня остался доварить немножко еще борт задний. И все, в принципе, это дело докрасить уже и собрать. Ну, пока я не могу варить. К сожалению, так получилось, что маска у меня хамелеон. Но я ее как-то неаккуратно положил, и у меня вот этот вот регулятор ушел на ноль. Ну, на минимальное. И мне этого вполне хватило достаточно, чтобы открыть свои старые детские травмы на глазу. И, к сожалению, спаялась у меня роговица. Но сейчас все хорошо уже, я лечусь. Вот Ресант 190, который я варю. Электродики не очень хороший. Арсенал. Ну так себе. Монолит мне больше нравится. Много брызгов от них. Ну так вот, такой вот прицепик. Все, в принципе, потихонечку в гараже получается, пока у нас самоизоляции нам выходить нельзя, грубо говоря. Поэтому буду дальше продолжать. Если что-то еще интересное вспомню, то расскажу. Сцепное устройство я брал где-то на 100 килограмм. Как он там? На шар 50. За собой тянуть, по-моему, то есть нагрузка там порядка 100 или 120 килограмм. Цепочка дополнительная запасная, страховочная. Вот. Конечно, да. Минус один большой у этой оси, то что она очень жесткая. Резина жгутовая ужасная. У меня до этого был прицеп, я тоже под Прогресс 4 переваривал. Такой же донор был. Переваривал под 4 Прогресс. Там были рессорные. Волжский прицепик. Этот я не знаю даже, что за прицеп такой. Ну, достался мне по наследству. Что на него смотреть. Вот, переделал. Теперь буду пользоваться. У меня стройки будет много. Можно сказать, я живу в стройке. В общем, вот так вот. Буду дальше продолжать. Сейчас уже на полы я вырезал. Сейчас их уложу. Я еще потом вот сюда вот поперечинки кину из такой же трубы. Это мне все тоже досталось. Вон металла полно. Всякого разного. Вот из этого добра я все и делаю. Как говорится, из говна и палок делаем конфетку. Вот сюда вот еще усиление кину по планке, то есть по 2 на ячейку. Я считаю, это будет более чем достаточно. Плюс полы и стенка десятка фанера. Нормально я уже уложил, походил, отлично. Для моих нужд это более чем достаточно. Задний борт будет открываться, сниматься полностью. Передний борт, в принципе, можно тоже вот это вот раскрутить, его открыть, снять. Можно так оставить. Я еще сварю потом сюда рампу, чтобы можно было длинные доски возить. Таскаю я такой прицеп за Дастером. Элементарно все. Ничего не напрягается. Все по кайфу. Идет ровненько. Колески, конечно, старенькие, вон вздуваются. Ну, это я их после зимы не накачивал. В принципе, нормально. Потом можно будет сделать и переделать на рессоры. Главное уже было от чего отталкиваться. Ну, вот это я все освежу, еще потом докрашу, будет уже свеженько все. В прошлом году я выезжал вот с этим прицепом с лодкой 3 раза. Меня все устроило, в принципе, она едет, по дороге едет, сильно не болтается. Развесовка вот эта прям идеальная получается. Именно смещено где-то сантиметров на 20 ось назад. То есть для грузового прицепа ее можно, в принципе, переместить вперед. Ну и что? Где вверх, Денис?
Расширен зрачок? Чуть-чуть. Ну, кривым косым глазом будет теперь работать. Как-то так. Можно сказать, полы готовы, да? Все, я все сделал, пошли домой. Ну вот и так вот будет бортик. Все будет отлично. Так. Вот это, к слову, то, что было. Назывался Волгарь. Вот все его борта. И вот в таком вот он виде провалялся лет 20, наверное, где-то так. Вся рама сгнила. Вот его тоже часть. Его фонари такие вот старенькие были. Бесполезно что-либо было воять уже. Да и смысл, он еще кривой, косой. Вот. Стал такой. И вот такой.
еще борт. Борт доделаю. Просто будет съемный, все на 4. Вот, на 4 вот таких вот стяжках. Где-то они там по 300 рублей с ответными частями. Они у меня вот таким образом вот здесь устроены. Вот. И ответки, чтобы крепить съемную планку заднюю. Все очень удобно, ничего не отлетит, не оторвется. Номер сбоку, чтобы мотор висел лодочный. Все это сделано своими руками. В общем, вот так вот потихонечку борта обшиваются. Габариты. Все очень ярко светит. То есть прямо они ровненько, все как надо. За колесом. То есть на этот прицеп есть шильдик заводской, есть номер, уже стоит на учете, на деде, на прадеде, там на ком угодно. В чем плюс? В том, что ни один полицейский в принципе ни разу до меня не докапывался. Шильдики сначала вот сюда вот вешал, но сейчас я его сюда вот перевешу, да и все. Вот так вот он и будет, как с завода. Все дело обошью, покрашу и будет нормально. Потом вот у меня места есть для каркаса. Сюда это 20 на 20, по-моему, трубка, полторашка. Сюда же будет еще 15 на 15. Она встает замечательно. Так как вот здесь это и присутствует. Вот они встают. Замечательно. Вот. Также все сделаю. Каркас потом нужной высоты обошью на станции и все. И все, берете, перевариваете, ваяете, вставляете только то, что действительно нужно, остальное все своими ручками. И не надо покупать прицеп за, сколько они там сейчас, такого, наверное, плана, ну, 1035 это минимум. Мне же он обошелся, ну, считай, от деда достался прицеп старенький, уже сгнивший. Также у меня и первый достался. Я его переварил, в принципе, ни разу мне никто не докапывался. То есть СТС есть, даже ПТС есть. В принципе, был при желании, при знакомствах даже это дело все оформить и официально продавать. Первый прицеп я уже продал вместе с прогрессом 4. Люди забрали, люди довольны. Да, я, может быть, варю не сильно качественно. Ну, меня устраивает, еще ничего не отвалилось. Я всю газель свою бывшую переварил и больше нигде там ничего не отрывается. Все отлично. Полностью весь кузов новый своел. Хозяин доволен, новый. Ну вот, так это будет выглядеть все. Все это обошьется и будет симпатично.
Пока.